Всем дизайн! Меня зовут Шелковская Наталья, я дизайнер интерьеров, а вы на канале Шелнат. Сегодня мы с вами разберем основы освещения и развеем один очень важный миф. Вот Лев Толстой считал, что электрический свет – это порождение разврата, излишняя роскошь, которая не нужна рабочему человеку. Более того, электрический свет и лампочки вредны для здоровья. Поэтому он не проводил электричество в свой дом в Хамовниках и на Ясной Поляне, в то время как все остальные домовладельцы считали это верхом престижа. Тогда тоже были свои противники прогресса, но электрический свет переступил через них и, сверкая пятками, спустился вниз по социальной лестнице освещать дома простых людей. В то время гордостью для всей семьи была одна лампочка в центре комнаты над столом. Через время ее прикрыли плафоном, и на несколько десятилетий такой тип освещения стал традиционным. Но то, что можно делать со светом сейчас, и то, что делали тогда, вот эти два состояния эволюционно далеки друг от друга, как динозавр и iPhone. Поэтому, если ваш электрик отрицает разные сценарии освещения, не признает функциональный и декоративный свет, настаивает на одной люстре в центре комнаты и говорит, что так было всегда и так будет всегда, то присмотритесь к нему внимательно. Возможно, он новый Лев Толстой, и ему лучше попробовать себя в литературе. Может быть, там он достигнет огромных успехов. Теперь давайте слегка приоткроем дверь в этот мир светотехники, заглянем туда на полкорпуса и осмотримся. В 2018 году индустрия света рьяно пляшет на костях концепции одной люстры в центре комнаты, предлагая нам широкий выбор типов освещения для разных задач. Но что самое главное, предлагает прорывную логику. Мы должны себя спросить очень вдумчиво и внимательно, зачем нам здесь нужен свет, какую задачу мы хотим для себя решить и какой именно тип освещения нам нужен в данном помещении или в данной зоне, а не просто так понатыкать споты на потолок без жалости и логики. Существует 3 ключевые типа освещения, давайте их разберем. Первый тип – это основное освещение. Если вам нужно собрать вещи в путешествие или вы ищете потерявшуюся пуговицу, вы включите именно этот тип освещения, тогда комната вся зальется светом. С этой задачей чаще всего справляются споты или очень часто устанавливают люстру для решения этой задачи. Но люстры с задачей общего освещения справляются редко, потому что зачастую источник света, собранный в центре, плохо освещает углы, оставляя там тени, создает тени от мебели, создает очень некрасивые тени на лице и создает загромождение в пространстве и занижает психологическую высоту комнаты. То есть вы уже не можете спокойно помахать руками и чувствуете вот это какое-то давление сверху. С задачей общего освещения лучше справятся точечные светильники или светильники на рейлингах, а вот люстру лучше оставить как освещение для какой-то отдельной зоны, либо оставить ее как арт-объект для красоты, как дополнительный источник освещения. Второй тип – это функциональное освещение. Например, для того, чтобы почитать книжку, поработать с компьютером, порезать помидоры на кухонной столешнице, подсветить обеденный стол или сшить платье, нам нужен специальный источник света, чтобы решить конкретную какую-то функцию или задачу. И порой вот это освещение даже важнее общего освещения. Иногда можно решить вопрос освещения помещения только за счет функционального света. Например, в некоторых гостиницах так и делают. Зачастую вы можете увидеть отельные номера, где нет ни люстр, ни потолочного освещения, зато куда ни глянь, вы увидите бра, торшеры
и настольные светильники у функциональных зон. Именно такое освещение помогает наилучшим образом решать повседневные задачи. Порой лучше забыть, что люстра может быть основным освещением, и сделать ее функциональным освещением, отвязать ее от центра помещения и привязать к столу, немножко приспустить, и тогда красиво будут подсвечены лица у всех сидящих за столом, будет красиво подсвечена еда, и создастся очень красивая торжественная композиция люстра, стол, стулья, которая сделает ваш интерьер более органичным и более привлекательным. Еще свет может быть декоративным. Например, он может исходить из пола и красиво поглаживать ваши рельефные 3D-панели на стене кисточками своих лучей, либо проходить тонкой линией по полкам, подчеркивая красивое содержимое этих полок, либо подсвечивать светопропускающий оникс, создавая легкую световую дымку в интерьере. В общем, декоративных применений для света в интерьере очень много, и порой продуманный декоративный свет гораздо больше украшает интерьер, чем традиционные вазы и картины. У света столько технических свойств, что их все просто невозможно перечислить в одном ролике, но про одно свойство света я вам все-таки скажу. Очень важно учитывать при подборе освещения световую температуру по Кельвин. Если вы не хотите видеть недостатки лица своих домочадцев, если вы не хотите подчеркивать их синяки и делать их губы фиолетовыми, то вам нужно выбирать свет со световой температурой не выше 3200 по Кельвину. Это такой нейтральный белый оттенок. Если же вы подсвечиваете зону, где происходит потребление пищи, где вы кушаете, столовая зона, либо где вы хотите расслабиться, может быть, это подсветка в ванной, где вам хочется забыть обо всем, то вам подойдет свет, близкий к свету свечи. Где-то 2700 кельвинов до 3000. Такой теплый белый. Потому что теплое освещение, оно нашу нервную систему настраивает на расслабление и подсвечивает еду таким образом, что аппетит наш повышается. Но если вам важно проводить какие-то косметические процедуры или, например, вы работаете в лаборатории, и вам нужно осветить лабораторию, где вам важны вот эти мелкие детали, то тогда, конечно, лучше выбирать свет от 4000 кельвинов и выше. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вопрос на тему света волнует вас сейчас. Возможно, я отвечу именно на ваш вопрос. А может быть, даже вдохновлюсь и сниму целый ролик по вашему вопросу. Ставьте лайк, если видео это было вам полезно. Включайте уведомления, чтобы получать информацию о новых видео. И подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!